1 января. Город затих после новогоднего шума, улицы были усыпаны блестками конфетти, словно следы недавнего карнавала. Я сидела на кухне с чашкой кофе, глядя в окно на пасмурное небо, и предвкушала спокойный, ленивый день. Но планы изменились в одно мгновение. Резкий звук уведомления в волонтерском чате пронесся, как тревожный колокол. Сердце ёкнуло еще до того, как я прочитала сообщение. О брошенном щенке. Координаты, скупое описание, размытое фото серого комочка на грязном снегу. Его просто вышвырнули на свалку у дороги, как ненужную вещь, когда отгремели праздники. Я не помню, как собралась. Через 15 минут была на месте, пустыре за городом, куда свозили мусор. Ветер гонял по земле рваные пакеты. Я увидела ее сразу, крошечное существо, слившееся с грязью. Она лежала на прогнившем матрасе, свернувшись в тугой клубок, пытаясь сохранить тепло. Меня охватила тошнота. Она провела здесь новогоднюю ночь, в мороз, под оглушительный грохот фейерверков. Представить это было невыносимо. Горячий гнев подкатил к горлу. Как можно было обречь живое существо на такую медленную, одинокую смерть? Ответа не было. Только ветер и слабое дыхание щенка. Я завернула ее в свой шарф и плед из рюкзака и позвонила подруге Ане. «Срочно, щенок тяжелый, моя машина не заводится». Аня, не задавая вопросов, примчалась через 10 минут на велосипеде с детским прицепом. Это было безумием, но выбора не было. Мы поехали в клинику. Я сидела в прицепе, прижимая сверток к себе, защищая его от ветра спиной. Щенок в руках был пугающе легким и горячим. «Держись, малышка», — шептала я, чувствуя, как слезы леденят щеки. «Теперь ты в безопасности. Ты не одна». Дорога казалась вечностью, и мне казалось, что жизнь угасает в ней с каждым метром. В клинике врачи забрали ее сразу. Диагнозы сыпались один за другим. Запущенная чесотка с грибком, ужасная анемия от блох и клещей, кишечник, раздутый от глистов, сильнейшая интоксикация. Она была истощена и обезвожена. Шансы казались призрачными, но врач, уловив мой ужас, уверенно сказал: «Она боец. Справимся». Эти слова стали опорой. В графе «кличка» я вывела Лилу. Короткая, звучная, полная жизни. Первые сутки в стационаре были критическими. Капельницы, уколы, препараты. Я сидела рядом с боксом. И случилось маленькое чудо. К вечеру следующего дня дыхание выровнялось. Ее накормили специальным паштетом. Сначала она робко лизнула, потом съела все. И заснула, впервые за долгое время спокойно, без дрожи. Лечение шло полным ходом. Каждый день битва за грамм веса, за чистый клочок кожи. Когда позволило состояние, мы ее искупали. Это был ритуал очищения. Вода стала серой от грязи, но Лилу стояла смирно, будто понимала, ей помогают. Когда мы завернули ее в пушистое полотенце, я увидела в ее глазах не только страх, но и проблеск доверия. Она робко лизнула мне руку, потом был чистый вольер, игрушки, социализация. К ней подошел старый лабрадор, обнюхал, вильнул хвостом. Через 5 минут она уже неуклюже гоняла мячик. В приюте ее сразу полюбили. За пятнышко на груди и ласковый нрав ее прозвали Златочкой. Оно идеально подошло. Лилу словно наверстывала упущенное детство. Ее радость была заразительной. При встрече она вся ходила ходуном, подпрыгивала и похрюкивала от восторга. Она стала нашим маленьким терапевтом, заряжая всех улыбкой одним своим существованием. Лечение еще не закончено, диета, обработка кожи, последние препараты. Но она уже набрала вес, обросла новой шерсткой и учится доверять людям, несмотря на ужасное начало своей жизни. Сейчас она спит у моих ног, пока я пишу. Сытая,
чистое, любимое. Вздыхает во сне. Эта история — напоминание. Напоминание о хрупкости жизни и о том, как много может изменить один неравнодушный поступок. Кто-то увидел в ней мусор, а мы нашли золото. Бесценное сокровище, дарующее самую искреннюю любовь. Лилу будет жить. И она будет счастлива. И это самое лучшее начало Нового года. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!